Добрый день, уважаемые друзья, с вами Десять на кухне. Добро пожаловать на нашу уютную одесскую кухню. Ребята, мы сегодня добрались наконец-то до этого блюда. Ребята, мы сегодня будем готовить казан-кебаб, ну, конечно, с одесским акцентом. И для этого нам понадобятся вот такие вот продукты. Посмотрите, какая красота, друзья. У нас два сорта мяса. Я взял специально для казана, люблю жилочками мясо. Это от голяшечки и свиную лопаточку пожирнее я взял. Картошечка у нас вот такого розового цвета, красно-розового. Зелень, конечно, лук, уксус, зира у нас. Водичка нужна будет, соль, перец и подсолнечного масла нужно будет в этот раз немножечко больше, чем обычно. Друзья, я сейчас раздвигаю это все. И вместе с вами пошагово мы готовим это блюдо. Одесский казан-кебаб. Ребятки, все. Первое, что мы делаем, мы очищаем наш картофель, ребята. Аккуратненько, как всегда, как я люблю, тоненько. Ножиком, никаких чистилок я не использую, я использую ножик, ребята. Каждый использует что. Хотите, используйте чистилки, я не использую. Хотя они у меня, кажется, 2 штуки есть. Но я люблю вот, знаете, вот когда по старинке ножиком душу влаживаешь. А там, как, знаете, как терка. И почистил картошку. Понятно, быстро, кому лень. Всегда у вас она под рукой. Но я люблю с ножиком работать. Что лук, что картошку, что другие овощи. Вы знаете, что я люблю. Картошечку. Ребята, картошка за картошкой. Перечищу и вернусь к вам. Увидимся, друзья. Ребятки, и вот перечистил картошечку. И теперь смотрите, нам нужен будет казан. Блюдо казан-кебаб. Да? Но обжаривать я буду в сковородке по-одесски, друзья, чтобы еще румянее было каждый ингредиент. Сейчас мы наливаем достаточное количество масла, ребята, в сковородочку. Если оно останется, друзья, мы его используем для приготовления картофеля фри. Вы потом поймете, будет картофель фри с 2 вкусами мяса. Вот, лью достаточное большое количество масла, ребята. И разогреваю его хорошо. Вот так вот. Как вот для молодой картошечки, ребята. Вот как будто мы обжаривать сейчас будем молодую картошечку. Но это будет не молодая картошка у нас. Ребята, берите не сильно разварчивую картошечку. Такую вот средней консистенции, как я говорю. Все, ждем, пока разогреется масло. Вернусь к вам, покажу, что будем делать дальше. Ребята, и разогрелось наше масло. За кадром, ребята, мой вам советик, такой секретный советик, кто смотрит действительно мое видео. Промокните картошку. Я промокнул полотенцем кухонным, чтобы она меньше стреляла. И отправляем ее обжариваться, друзья. И вот видите, она меньше стреляет. Нет вот этой. Если бы сейчас вода была бы, все это бы стреляло, друзья. Но я подготовил крышку на всякий случай все равно, друзья. Но крышка не понадобилась. Все, увидимся. Обжариваем картошку до хорошо золотистого цвета. Я обжарю до своего золотистого цвета, вы до своего. Увидимся, друзья. Ребята, все, картошечка наша обжаривается. И мы сейчас, посмотрите, какая у нас какое у нас классное мясо, ребята. Я вот такими вот где-то большими кусочками, примерно под размер картошки, ребята, вот такими, нарезаю наше мясо, друзья. Опять же разрезаю и опять же нарезаю вот такими вот кусочками наше мясо, ребята. Все, сейчас перерезаю. Ой, еще один кусочек, какой красивый. Перерезаю все мясо, ребята, и возвращаюсь к вам. Покажу, что... А картошечка, посмотрите, этим временем обжаривается у нас. Уже перевернул один раз. Наблюдайте, обжариваете картошку, друзья. Все, увидимся. Ребята, и посмотрите, я, как всегда, до своего любимого цвета обжарил картошечку. Я бы запечатал ее, как говорится, в такой, знаете, как будто в костре. Ребята, что я делаю сейчас? Я перелаживаю ее в казанчик, нашу картошечку всю, полностью. Вот так вот перекидываю в казанчик, пусть там она лежит, не закрывая крышку. Вот так вот, оп, перекинул. И сюда я отправляю, на всякий случай, я подготовлю крышечку, конечно. И сюда я отправляю нашу говядинку, в эту же. Так вот, опа. Вот. А здесь мне надо прикрыть крышку, чтобы она не стреляла, потому что говядина все равно сочная.
Ребятки, следующее, что мы делаем, пока наша говядинка обжаривается, мы почистим лучок, друзья. Возьмем лучочек, да, и перечистим. Как обычно, просто очищаем наш лук от шкурки. Он говядинка стреляет, можно прикрутить немножко, если сильно стреляет, чтобы она немножко успокоилась. И, конечно, тоже обжариваем до золотистого полностью цвета. Не на слабом огне, не тушим, а именно обжариваем, друзья. Все, ребята, вернусь к вам, покажу, что дальше будем делать. Чищу лук. Вернее, уже, наверное, почистил. А так вот. Ребята, и вот наша картошечка в казане, мясо на сковородке, говядина обжаривается. И такими же крупными кусочками вот беру, вот прямо вот так вот разрезаю на две части. Ребята, и крупненькими. Вот у нас там 7-6 картошек. И также самое 7-6 кусков мяса должно быть. Вот таким вот вариантом я разрезаю. Говядинки. Если чуть больше будет мяса, не страшно. В казан-кебабе главное мясо. А картошка это вспомогательный продукт. Как и, знаете, вот в бургере картошка фри. Вспомогательный продукт. Так же самое и здесь, ребятки. Ну, еще, наверное, вот так вот. Все. Ребятки, отправляю на тарелочку. Сейчас вернусь к вам, буду показывать, что дальше делать, пока я обжариваю мясо. Ребятки, и вот обжарили, не протушили, а обжарили наше мяско и отправляем к нашей картошечке. Ребята, опять же в казанчик, видите, отправляю один за другим. Вот хорошо прожарил, как картошечку. То есть это блюдо хорошо прожаривается, не тушится пока мясо. То есть все обжаривается, друзья. Вот полностью все обжарил. Все, картошечки отправил, друзья. Подготовьте крышечку. И мы сейчас будем отправлять, друзья, нашу... Опа, подготовлю крышечку. Наше мясо, свинина. Примерно столько же я свинины. Аккуратненько. Опа, ребята, процесс пошел. Видите, даже не надо закрывать. Как бы в этот раз момент. Все, ребята, так же самое обжариваем свинину. Возвращаюсь к вам. Увидимся, друзья. Ребятки, и пока мясо у нас обжаривается свининка, подготовим лук. Ребята, разрезаем лук. У меня достаточно большая луковица. Я разрезаю на две части. У вас меньше, можно уже нарезать. Но я еще перережу вот так вот на две части. И меленько я нарезаю лук, пока мясо у нас свининка обжаривается. Ребята, все, мясо высыпал, казан не закрываю крышечкой. Просто картошечка там лежит с мясом, говядиной. Я спокойно, пока у меня есть время, ребята, нарезаю лучочек. Классное блюдо, что можно нарезать друг за другом продукты. Все, ребята, перережу, пимпочку выкидываю, как всегда, от лука. Перережу, возвращаюсь к вам. То же самое с второй половиночкой, друзья. Абсолютно, видите, я с пимпочкой в руках и лук дальше режу. Все, ребята, увидимся. Ребятки, и пока наша свиночка обжаривается, лук мы уже нарезали, режем достаточно крупно, зелень, но нам нужно хорошее количество зелени. Вот здесь у меня такой по 50 грамм, 2 пучка, петрушка, укропчик. Все, друзья, отправляю зелень к луку и дальше покажу, что делать. Ребята, все, лук нарезан, зелень нарезана, отправляем зелень к луку. Вот такое хорошее большое количество, друзья. Все, отправил зелень к луку. И теперь мне нужно никакой соли, ребята, ничего. Лук, зелень, все, больше ничего здесь нету пока. Я же говорю, уксус, хорошее количество уксуса, 9%. Ребята, сейчас это все перемешиваю и, конечно, даю промариноваться. Все, увидимся, друзья. Распушаю лук, мешаю зелень. Вот, никакой соли, ни сахара, ни соли. Просто уксус и зелень, ребята, с луком. Ай, какой аромат уже идет. Все, ребята, вернусь к вам, пока свинина обжаривается до моего любимого цвета. Вы каждый обжариваете до своего, но я люблю до такого именно румяно-золотистого цвета. Увидимся, друзья. Ребятки, все, мяско обжарилось, можно уже выключать свинину. Отправляем так же самое в казанчик ее. Всю свининочку в казанчик, друзья, вот так вот.
Отправил. Друзья, беру ложечку. Вот давайте вот это. Мне больше нравится. И буквально вот пару ложек в казанчик вот этого всего вытопленного жира. Вот это я еще раз говорю, не выливайте, друзья. Просто процедите, и на нем получится обалденовская картошка фри. Здесь и говядина. С двумя, да я же говорю, с двумя сортами мяса. Вот как раз фришка получится очень замечательно. Все. Я думаю, что достаточно, но еще пол ложечки. О, есть, друзья. Все, ребятки, сейчас переставлю и покажу, что буду делать дальше. Увидимся. Ребята, и вот разогреваем наш казан-кебаб. Что мы в первую очередь делаем? Солим, перчим, друзья. Хорошо солим, потому что мы ничего не солили. Ни картошку, ни мясо. Два вида мяса у нас, говядинка, свининка. Есть, друзья. Перчим. Тоже так, ничего, мы не, специй никаких, в общем-то, здесь по чипсу специй нету, друзья. В одесском казане-кебабе. Ну, конечно, будет акцент же одесский. Зира, друзья. Все, перетираем зиру. Вот так вот прямо в ручках хорошо. Прямо вот так вот. Чтобы она раскрылась. Друзья, есть. Теперь мы берем ложечку, тряпочку и перемешиваем. Аккуратно, чтобы картошечку не разбить. Вот так вот здесь. Посмотрите его. Ой, аромат пошел. Ребята, вы себе не представляете, какой аромат, какая красота. Друзья, посмотрите, это шашлык с картошкой. Просто шашлык с картошкой. Друзья, включаю больше огонь и заливаю где-то 200-250 грамм водички. Вот так вот смотрю. Лью, да, я думаю, 250 грамм, ребят. 250 грамм у меня колбочка. Все, друзья, доводим до кипения и отправляем на медленный огонь в духовку, ребята, где-то на минут 20-30. Но здесь мы доводим до кипения на газу. Вернусь к вам после уже духовочки, конечно, будем уже пробовать. Все, перемешал, друзья. Если что, попробуйте водичку, когда она закипит. Если не соленая, не перченая, досолите, доперчите. Увидимся, друзья, увидимся. Ребята, и вот, он закипел, посолили, подперчили, попробовали, перемешали, друзья. Вот все вместе перемешали. Вот оно выглядит таким вот образом. Красота какая, смотрите. Ну, шашлык в казане, ребята. Вот о чем можно говорить. Двойной шашлык с двойным мясом. Все, ребята, под крышечку распределили равномерно, чтобы пропаривался. И на медленный огонь на минут 30, я же говорю. Вот, допустим, я думаю, что в моей ситуации на минут 30. Все, под крышечку. И я отправляю в духовочку, друзья, на медленный огонь. Увидимся. Ребята, и пока наш казан-кебаб, как говорится, доходит в духовочке, анекдот, совет от одессита на кухне. Традиционно, друзья. Те, кто не кушает после 6, мой вам совет. Делайте смузи из борща с котлетами. И вкусно, и кушать не хочется вообще. Ребятки, и пока у нас 40, я же говорю, 30-40 минут тушится на медленном огне под крышечкой нас казан-кебаб, не забывайте за наш маринованный лук. Ребята, немножечко его перемешивать. Но в холодильник не ставим, именно маринуем по обычной комнатной температуре. Все ставят в холодильник, мы не ставим. Потому что лук тоже должен в этом блюде быть теплый, а не холодный. Потому что у нас говядина, друзья. Увидимся. Ребятки, вот, посмотрите, уже на тарелочке уже пропарилась в казане, в духовочке, да. И теперь самый главный штрих. Мы же лук мариновали, друзья, помешали лук. И нам нужно добавить, вот так просто руками беру, вот так сверху, вот красиво, вот так вот, о. Добавляю лучка, чтобы по всему периметру с зеленью лук распределился. О, все, друзья, сейчас вернусь к вам и будем пробовать. На тарелочке лук тоже у нас, везде лук, как положено. Вот такая вот красота. И еще, наверное, немножко хочу вот сюда. Вот так вот. О.
Это точно красота. Просто Эверест, ребята. Казан-кебаб Эверест. Ребята, вот посмотрите, что получилось после фотографии. Специально сейчас на передний план вот так вот. О, со всех сторон. Вот так покручу потихонечку, чтобы вы видели со всех сторон. Не столько с той стороны, где я фотографировал, но со всех. Ребята, видите, какая классная тарелочка. Друзья, я вот сейчас отодвигаю и буду пробовать по отдельности все. Сейчас начну с картошечки, друзья. Развалится, развалится. Оп, аккуратненько. Оп, есть. Мне нужна картошечка. Следующий кусочек я возьму вот зажаренной говядины, ребята. Втыкнулась просто мягко. Ну и свининки. Вот так вот. Вот, поподряд. Ну и, конечно, ребята, вот так вот лучка. Чуть-чуть сюда, чуть-чуть туда. Ну и еще лучка, друзья. Вот еще хочу лучка. Вот так вот. О. Все, ребята. Попробую сначала лук. Промариновался. Сразу скажу. Ребята, ну что, будем пробовать, как и готовили. А потом все вместе. Сначала картошку. Смотрите. И масло. Картошка, масло, ребята. Все. Прожарилась, пропарилась с мясом совсем. Пробуем. Ребята, картошка здесь вот как печеная в углях. Вот такого вкуса. Просто вот. Вот картошечка печеная в углях. Видите, запечатана, обжарена и полностью готова в середине. Следующее мы кидали говядину, ребята. Вот здесь я буду уже пробовать, ребятки. Здесь я буду пробовать с луком. Вот так вот лучка на говядину. Вот говядина, друзья. Лучка на говядину. Вот так вот. И буду пробовать, друзья. Не буду крутить, потому что пойдет лук. И, конечно, добавлю немножко картошки. Ребята, вот сочетание для меня говяжьих жилочек, картошка. Вкуснотища. Следующее. Свинина. Хочу разрезать свинину на две части сразу. Вот так вот просто. Взять, разрезать на две части и показать вам, насколько свинина уже приготовилась. Ну и, в общем-то, как говядина тоже она готова. Все готово. Беру самый жирный кусочек для меня, вы знаете, самое. Я люблю пожирнее. Вот так вот. Лучка, опять же. О. И буду пробовать. И опять же, картошечка. Картошечка. Говядинка. Свининка. Лучок. Ну, конечно, опять картошечка. Ребята, это просто бомбическое блюдо. А с одесским акцентом, как мы приготовили в духовочке, вот, не просто на огне, на костре, а именно в духовочке. Сейчас дожую. Как говорят в Одессе, пальчики оближешь, друзья. Ребята, там с пальчиками, кстати, и с колокольчиками разбирайтесь, особенно с колокольчиками, чтобы не пропустить видео. Приглашайте ваших родственников, знакомых на наш канал. Мы всех всегда рады видеть. Вам всего самого хорошего, добра, мира, позитива. Друзья, до скорых встреч. Пока, пока.